Всем привет, дорогие друзья! С вами Клифф, и сегодня у нас вторая часть ответов на ваши вопросы. Вопросов оказалось слишком много, поэтому держите вторую часть. Приятного вам просмотра! На каком персонаже ты бы играл, если бы не было ограничений от команды? Ну, я с первого дня в Каталист влюбился. Но мы с ней играли. И я понял, что я не готов выдерживать слишком много критики в свой адрес насчет того, как я на ней исполняю на турнирах, и я решил на это забить. Потому что если Клифф этого персонажа берет, у него все с нулевой секунды прекрасно получается, и к нему никаких вопросов нету. Вот. Каталист — это первый персонаж я не знаю, за все сезоны в этой игре, который вышел, на котором мне было приятно играть, на котором я везде хотел играть, там и в пабах, и в рейтинге, и в компете, и так далее. Но, не знаю, у меня не получилось, видимо, что-то не так делаю. Что еще? Фьюза я форсил еще, будучи с дедом в команде, очень сильно. И мы пытались фьюзом играть, и в принципе у нас получалось, и мне это нравилось очень. Вот. Здесь уже... Ну, здесь вроде я не пытался фьюза. Нет, по-моему, я даже в самом начале, когда мы вместе здесь начали играть, я тоже фьюза предлагал. В общем, Каталист мне очень сильно нравится. Фьюза я в свое время форсил. И Лоба еще, наверное, тоже. То есть, но сколько раз я не пробовал, ее брать, потом убеждались в том, что она очень специфичный герой и требует плейстайла именно вокруг нее особенного. То есть вокруг Лоба надо играть. А вокруг тройки играть такая себе идея. Ну, это 3 персонажа, наверное. Каталист, Фьюз, Лоба. Станет ли игра лучше через 5 сезонов? Конечно, они же так стараются, так отвечают игрокам, помогают им, общаются с игроками, помогают им. Вот, я очень в это верю, надеюсь. Было бы лучше сделать разные лобби для контроллеров и МНК-плееров или нет? Ну, я думаю, что невозможно сделать так, чтобы они играли в отдельном лобби, потому что они играют anyway через ПК и так далее. У нас так уже есть разделение между консолями и PK-геймингом. Но я думаю, что это абсолютная норма. Это было в Apex с самого начала. Значит, они так и задумали. Просто надо адаптироваться. Но это тяжело. Как говорится, пока адаптируемся мы, контроллеры тоже адаптируются, начинают лучше стрелять, лучше двигаться и так далее. Я считаю, что это нормально. Это, конечно, это необычный шутер, как Valorant, CSGO, где ты не можешь играть на контроллере. Это такой батл рояль с aim-ассистом. Ничего против не имею. Конечно, обидно, когда тебя эти вонючки клипают постоянно и так далее. Но с этим ничего не поделать. Это часть игры. На это нет смысла прям жестко гореть. Просить убрать контроллеров. Так что, контроллеры, вы молодцы. Играйте дальше. Надеюсь, у вас все будет получаться. Но думайте о том, что когда закроется Apex, что вы будете делать. У меня-то мышка с клавиатурой есть, а у вас что? 2 соска? Ну, это запикать. Какие были ощущения после первого выигранного турнира? Приятный очень, там сердце стучалось, улыбался я очень часто. Деньги считал иногда. Класс, вот чаще так. Лучший совет для новичка? Но я всегда отвечаю, что просто больше играть и играть постоянно, искать тиммейтов каких-то себе. Если тебе кто-то не подошел, искать новых тиммейтов. Всегда стараться именно коммуницировать, взаимодействовать с другими людьми в этой игре. Потому что в конечном итоге рано или поздно ты выйдешь на кого-то, кто тебе необходим. Все начинали с этого, я думаю. Просто играли люди, знакомились друг с другом, пересекались друг с другом, потом начинали играть в командах, потом, возможно, начинали чего-то добиваться и так далее. То есть, по большей части, я думаю, большая часть людей именно так чего-то и добивалась в этой игре. Если они, конечно, изначально не с опытом уже каким-то серьезным приходили в Apex там, в 2019 году. То есть просто надо много играть, и надо играть именно с кем-то. С мотивированными, так же, как и ты, людьми, которые тоже хотят развиваться, и постараться развиваться вместе с ними. Как оцениваешь состояние профессиональной сцены, если не учитывать турниры от Algiz? Очень нравится наш регион. 3 турнира в год — это вообще очень времени заниматься чем-либо другим нету вообще.
Я не успеваю вообще, очень хотелось бы поиграть в другие игры, но не получается. Ужас. Очень много турниров, и даже выбираем, какие играть. Ну, вот, пишу так. Блять, ну, какой ужас. Ой, блядь. Твои мысли по поводу датамайнинга зон. Ну, когда я узнал то, что есть датамайн, когда начался этот хайп, я отреагировал спокойно, потому что я уверен, что у людей нужных у Apex были эти знания, и они спокойно должны были об этом знать, просто ничего с этим не делали. Ну, конечно, обидно, когда ты играешь, учишь сам зоны. У нас было миллион папок, скриншотов каждой зоны. Мы альтабились, смотрели, какая может быть зона. В тот момент, когда другие команды просто использовали этот баг или фичу, я не знаю, и были лучше нас, потому что знали сразу же, куда идти, не мешкались, понимали от патча к патчу, куда будут идти зоны, каких нету. Причем у нас была эта теория, что ну, на каждом регионе, допустим, есть свой пулзон, и что от патча к патчу это как раз таки зоны меняются. Но мы никак не могли это проверить, поэтому просто пользовались чуйкой, как и всегда. Ну, это сильно, сильно. Жалко то, что до сих пор нет никакого ответа. Ну, банейбл это или нет. Стоит ли из этого команд с ЛГС снимать хотя бы поинты или предупреждения давать. Потому что, ну, много публичных человек высказалось, а ответа от EA было 0. Поэтому я считаю, что это 100% не должно такого быть в киберспорте. Но такое случилось. Я уверен, что до сих пор команда использует этот баг. Так что it sucks, it sucks. Мы таким не пользуемся и, в принципе, не собираемся. Только если это будет официально разрешено, только тогда уже будем об этом задумываться. Об этом мы не знали до хайпа и никогда такое не использовали. Я особо не был удивлен, потому что даже зная эти последние зоны, но мы не проиграли из-за этого, из-за того, что кто-то там какие-то зоны знал. Мы, в принципе, все равно хорошо сыграли. То, что такой косяк в игре был, это неудивительно абсолютно. Но вообще в целом мое мнение, что все должны в равных условиях играть. То есть, если эта дыра есть, ее надо починить. Ну и вот и все. Типа, на меня никакого особого ажиотажа не вызвала эта новость. Типа, ну было и было. Пусть чинят. Что еще могу сказать? Ни горячо, ни холодно было от этой новости. Когда начинал играть в Apex, были ли мысли о том, что получится добиться того, что сейчас имеешь? Я играл после работы и до работы, потому что я прям full тайм был этим работящим человеком, очень серьезным. Вот, приходил с работы и играл. Вот, поэтому больше удовольствия я делал это. Как вас проверяют на сторонний софт на Algis? За день до турнира нас отводят на наши игровые места и говорят, раскладывайтесь. Мы все настраиваем, делаем, все наше стелим, включаем, раскликиваемся. По-моему, даже скримы были, если я не ошибаюсь, что-то такое, и уходим. После этого, там уже вечером приходит став и все проверяет. Не знаю, каким образом, но они клеют наклеечки на мышки, что мышь проверена и все нормально. У меня вот эта наклейка потом еще год на G-Pro приклеенная была. Там просто маленький розовый стикер и номер типа игрового места. Там 1Б у меня или 1С был, что-то такое. Не думал стать контент-мейкером. Мне это не особо интересно. Да и я стесняюсь чуть-чуть. Ранкед переживает не лучшие времена. Бывало ли хуже? Бывало хуже, когда в него вообще играть невозможно было из-за читеров. Сейчас хотя бы, иногда можно поиграть. Потому что все уже забыли, видимо, те времена, вот 5, 6, 7 сезон, 10, когда вообще невозможно было. Когда сливали вот кучу софтов там, и все со спидхаком бегали, с рейджом и прочим. Туфи, когда я еще бегал, тоже серваки крашил. Там вообще неиграбельно было. Сейчас можно играть, да, но с системой они что-то перестарались. Прям очень странным стал ранкет ощущаться. В него стало очень так напряжно играть. То есть ты когда апаешь там 1030, если ты
умрешь на контесте, тебе следующую игру там надо хотя бы топ-3, наверное, сыграть, чтобы в плюс выйти. То есть очень душно стало играть. Вот, это первое. И второе, половину этого сплита кидало всех к платине. И все, кто хотели ПТС набить, они их набили. И потом, когда это пофиксили, все просто АФК сели. И граница там перестала почти двигаться. То есть вот первую половину сплита надо было играть, убивать платину, и все, типа, предатор твой. Мне там не хватило 1003, по-моему, ПТС до преда. И когда это пофиксили, ну, уже само собой намного тяжелее было. Да и я особо не старался уже преда апнуть. В следующем сплите попробую, потому что моя любимая карта наконец-то Олимп. Я в предвкушении, я обожаю эту мапу. Чем будешь заниматься в случае, если киберспорт в Апексе умрет? После Апекса займусь спортом. Обязательно. Вот лениться даже не буду, честное слово. Потом... Да я не знаю, ну, займусь чем-нибудь другим. Наверное, буду учиться собирать бургеры. Другую игру? Ну смотри, мне уже сколько, 24? Да хрен его знает. Может, пойду тренером. Может, буду анализировать кого-то или что-то. Нет ли обиды на то, что к тиммейтам приковано больше зрительского внимания, чем к тебе? Ну, это моя роль в этой команде. Как это еще описать? Они бы так не играли, если бы не было бы меня, мне кажется, потому что этот спейс, это уверенность в том, что они могут спереди что-то делать, это, ну, вроде по идее, как я понял, создаю я. Потому что было раньше много случаев, да и сейчас иногда на самом деле проскакивают, но раньше вот особенно, то что если заранее в команде не обговорено, кто чем занимается, всегда вот именно на подсознательном уровне это у людей должно быть, то если все вдруг втроем затаналятся, то это всегда очень плохо заканчивается. Особенно вот не в самом лейт-гейме, а где-то вот в мид-гейме и так далее. То есть мы всегда играем 2+1, если мы стоим уже в зоне в споте. У меня команда идет наводить кипиш, я стою, смотрю, чтобы у нас наш спот не заняли. И персонажи у меня всегда такие, чтобы споты эти не отдавать. То есть за всю движуху на карте отвечают они по большей части. Я отвечаю за то, чтобы они себя чувствовали комфортно до лейтгейма. И уже в лейте я даю кнопки свои на персонажах, которые помогают выиграть. Кем себя видишь через 5 лет? Ну, достаточно вопрос личный такой, потому что, как сказать, хочешь рассмешить кого-то, расскажи ему свои планы на будущее. А тем более, ну, в нынешнее время тяжело что-то вообще предугадать, что будет через месяц, день, неделю. Но вообще есть два плана. Я бы либо хотел раскачать свою медийку, чтобы она спокойно приносила мне доход, и я мог играть в любые игры, чтобы аудитория была со мной. Ну, также еще рассчитывал, что может быть какой-нибудь другой компет-шутер, либо моба, куда можно было бы пытаться войти, если бы Apex умер. Но второй вариант — это либо я бы открыл какие-нибудь маленькие бизнесы, которым бы пытался научиться, чтобы спокойно хотя бы прокормить семью. Надо также еще будет думать о детях, все-таки через 5 лет уже 26. Поэтому да, тяжелый такой вопрос, но либо пошел бы в бизнес, какой-нибудь такой локальный, кафешка, не кафешка, что-нибудь, связанное, может, с играми и так далее. Ну, либо пытался развивать свою медийку, смотря как бы шел доход. То есть все зависит просто от того, где будет больше денег, где я буду видеть больше мотивации в том, что я смогу, в том, что у меня получится, и вообще заинтересованность, потому что это самое главное. Прошники наныли на ранкед-систему и ее изменили. Мы вроде ничего не просили. Единственное, что всем не понравилось, когда ранкет изменили в каком-то 13-м сезоне, что ли. Что там? Количество ПТСов подняли в 1,5 раза до мастера. И границу по ПТСам убрали. Из-за чего все еще быстрее стали на карте умирать. Ну и то, что снимать больше стало на мастерах. Нет, первое впечатление, когда это все перелопатили, было само собой положительное. Типа, ура, наконец-то хотя бы интересно станет. Но в итоге опять все скатилось к тому, что всех этот рантлет заебал, и играть его никто не хочет. Почему с тиммейтами ты чувствуешь себя гораздо увереннее, чем с рандомами? Ну, тиммейтов я намного больше чувствую, нежели каких-то людей, которых я, возможно, впервые увидел. И прочувствовал их больше. И ты знаешь, что у меня за спиной стоит 2 амбала, а
когда с незнакомыми, то там они в маске, и непонятно, кто это. Ну, просто как, в принципе, как люди, я их не знаю, и, возможно, чувствую себя некомфортно. Зажатость, стеснение, это вот больше так, нежели неуверенность. Из-за того, что ты не знаешь, как они отреагируют на то, что ты можешь там сказать или сделать, ты немножко зажатый. Придумай идеального персонажа для Апекса. Я хочу старую лайфлайновую игру, чтобы вернули все до 4-го сезона, кажется. С старым фастхилом, старым фастресом. Это мой любимый чар был. А больше я, ну, не знаю, что еще можно. Были еще мысли раньше о персонаже, который каким-то образом будет видеть людей на карте, но уже Эш появилась после этого, которая от Xbox начала видеть. А так больше мне ничего в голову не приходило ни разу. Любимое блюдо на завтрак. Киндер Пингви. Очень вкусный. Ну и сырки тоже, если есть. Почему? Почему? Потому что вкусно с чаем. И готовить не надо. Просто открыл упаковку, помыл руки и съел. Назови свой любимый напиток. Мой любимый напиток — это водичка, это свежевыжатые соки, апельсиновый, всякие там, ну, миксы из фруктов. А еще в последнее время я в Сербии очень посел на напиток алоэ веры. Очень вкусный, а такой освежающий, с кусочками внутри. Поэтому вот это мой топ-3 напитков, которые я люблю. Малик, почем арбузы? Я не знаю. Одна бочка, один арбуз. Ну что, братва, вот и подошел видосик к концу. Спасибо большое, то, что посмотрели. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наши каналы. Так что хорошего вам дня, вечера, отдыхайте. Всем пока.